Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 14 марта, вторник. И вот буквально несколько минут назад появилась неожиданная новость. Над территориальными водами Черного моря произошло столкновение между американским беспилотником «Риппер» и российским Су-27. Значит, что происходило из тех сообщений, которые имеются сейчас, к этому моменту? Американский беспилотник, который поднимается на высоту до 17 километров, патрулировал воздушное пространство над Черным морем и прилегающих территориях. Опять-таки, повторяю, это было над территориальными водами. Что он там делал? Надо сказать, что американские беспилотники патрулируют это воздушное пространство регулярно, ежедневно, начиная с российской агрессии против Украины. Зачем он наблюдал? Он наблюдал, естественно, над южной частью Украины, включая Крым, временно оккупированный Крым, также за передвижением российских военно-морских сил в Восточном Черноморье, а также, по имеющимся сведениям, он наблюдал за возможными поставками оружия в Российскую Федерацию, то есть движение судов через Босфор и Дарданеллы. Раньше тоже происходили вот так называемые перехваты. То есть то, что произошло сегодня, произошло в результате перехвата. То есть два российских Су-27, они приблизились близко к «Рипперу», неуправляемому аппарату, сбросили перед ним, видимо, пытаясь ослепить все сенсоры на беспилотнике, сбросили перед ним топливо. А затем один из Су-24 попытался повредить механический пропеллер беспилотника, который находится сзади. И, судя по всему, произошло какого-то своего рода столкновение. Во всяком случае, командующий ВВС Соединенных Штатов Америки в Европе сказал, что практически в результате произошедшего инцидента могли пострадать или, быть разрушены два самолета, вернее, не самолета, а два аппарата. С одной стороны «Риппер», с другой стороны Су-27. В результате столкновения произошло повреждение винта пропеллера беспилотника, и американское командование решило его посадить. Или самоликвидировать, или жестко посадить его в территориальные воды. Возникает вопрос, что дальше? Прежде всего, его надо, видимо, будут спасать останки или обломки этого беспилотника. Видимо, это попытается сделать американская сторона, естественно, и российская, видимо, тоже попытается это сделать. И здесь нужно наблюдать, что дальше будет происходить. Будет ли российская сторона делать это агрессивно? Это одно дело. Или же как-то так она окажется в стороне, проявит пассивную позицию, и американцы заберут обломки своего самолета. То есть сейчас самый главный вопрос, что произойдет? Или обе стороны будут эскалировать ситуацию, взвинчивать напряженность, а это происходит накануне ожидаемого наступления ВСУ на фронтах Украины, или же обе стороны как-то спустят это дело на тормозах. Судя по всему, будет выбран второй вариант. Почему? Потому что администрация Байдена в своей стратегии в отношении российской агрессии выбрала, как вы знаете, нанесение поражения, то есть победа ВСУ. И в то же время задача состоит в том, чтобы не допустить прямого столкновения НАТО с Россией, Соединенных Штатов с Россией. То, что произошло сейчас, оно стало закономерным практически результатом всех тех перехватов, которые были до того, а их насчитывается уже несколько десятков. Правда, они заканчивались не так, как на этот раз. Сейчас это кульминация, собственно говоря, произошло. И, видимо, то есть эксперты, которые сейчас выступают, Соединенные Штаты, комментируют этот вопрос, предполагают, что пилот попытался каким-то образом, видимо, близко совсем
пролететь рядом с беспилотником, чтобы волной как-то его перевернуть или вызвать его крушение. Видимо, не рассчитал, слишком близко пролетел. Является ли это поводом для жесткой, так сказать, эскалации? Американские эксперты считают, что нет, не является, потому что, такие вещи, как я уже сказал, происходят регулярно. Не так давно произошло буквально столкновение двух управляемых самолетов, американского и китайского, в результате которого китайский пилот, то есть самолет китайский был разбит, пилот погиб. Американский летчик катапультировался из своего самолета поврежденного, который упал, попал в плен в Китае, но затем был тихо, спокойно возвращен обратно в Америку. И тоже вспоминается недавний инцидент со шпионским китайским шаром, который тоже, в общем-то, закончился спокойно, без фанатизма. Вот такая ситуация на настоящий момент. Одновременно это происходит с сообщениями о массовом поступлении вооружений, которые Соединенные Штаты и союзники по НАТО выделили в последнее время Украине в плане подготовки для предстоящего наступления. Также сегодня было очень интересное сообщение в одном издании, близком к Пентагону, о том, что американские батареи Patriot на территории Польши прикрывают те места дислокации или те логистические узлы, через которые идут поставки тяжелой техники в Украину. И весь маршрут. Люди несут повышенную боевую готовность 24 часа в сутки, практически в наспех построенных лагерях, чуть ли не в открытом поле, и получили приказ защищать в случае атаки, то есть не исключается атака российскими ракетами этих территорий Польши, страны НАТО. И экипажи этих, персонал этих батарей Patriot получил приказ их сбивать. То есть, в общем-то, кульминация достигает достаточно высокой степени. Сейчас, опять-таки вопрос, какая сторона и как будут обе стороны, вернее, вести себя в плане попыток извлечь из воды Черного моря обломки. Затем, что будет дальше? Соединенные Штаты продолжат ли полеты своих тяжелых беспилотников, предпримут ли они дополнительные действия для их защиты, скажем, одновременно поднимая в воздух F-35, давая им команду, если беспилотники атакуются российскими самолетами, сбивать эти российские самолеты. Или же они, то есть еще один крайний случай, Соединенные Штаты прекратят вообще полеты своих тяжелых беспилотников в этом регионе. Я думаю, то есть мое мнение совпадает с превалирующим сейчас мнением экспертов, что американцы не отменят дальнейших полетов беспилотников в этом регионе, особенно с учетом приближающегося контрнаступления. То есть считается, что их количество даже может увеличиться. Следующее. Вернемся, господа, к Казахстану. Если вы помните, в предпоследнем своем видео я вам рассказывал о исследованиях экспертов в отношении настораживающих тенденций, имеющих место в Казахстане, которые могут свидетельствовать о попытке властей страны помочь России обойти санкции. Это было позавчера. То есть мое видео было опубликовано в YouTube позавчера. На следующий же день в Министерстве иностранных дел Казахстана состоялся брифинг. И, как сообщает информационное агентство Казахстана, в кулуарах брифинга журналисты рассказали про публикации в западных изданиях о резком росте перевозок запрещенных к продаже в Россию товаров, таких как гаджеты и микрочипы через Казахстан. Мне мои источники
весьма компетентные люди, эксперты, сообщают из Казахстана, что с момента публикации моего видео и вот на момент этого брифинга Министерства иностранных дел Казахстана не было никаких других публикаций в СМИ Запада. А YouTube – это западные СМИ, естественно. То есть напрашивается вопрос, что этот брифинг в какой-то степени был вызван моим предпоследним видео. Не знаю, насколько это так, может, это просто совпадение, но официальный представитель МИД фактически отрицал возможность того, что власти Казахстана помогают России обойти санкции. Но меня это объяснение никоим образом не удовлетворило, наоборот, вызвало другие, еще, может быть, более острые вопросы. То есть из того, что заявил официальный представитель МИД Казахстана, свидетельствует, что власти страны пытаются просто съехать с того вопроса, который был поставлен. Вот что сказал представитель МИД Казахстана. Главная мысль его ответа. Ни одна компания Казахстана не попала под санкции. То есть мы говорили с вами, обсуждали о том, что Казахстан осуществляет действия, которые наводят на серьезное подозрение о том, что есть обход санкций. А нам ответ говорят, что ни одна компания Казахстана не попала под санкциями. Так это же разные вещи. То, что ни одна компания Казахстана не попала под санкции, как говорил один циничный исследователь времен Советского Союза, то, что против вас нет уголовного дела, это не ваша заслуга. Это не говорит о том, что вы честный человек. Это просто наша недоработка. Так и тут. То, что Казахстан не попал под санкции, свидетельствует, скорее всего, о том, что еще руки до этого не дошли. Вот только сейчас, буквально несколько месяцев назад, Соединенные Штаты с западными партнерами начали закручивать гайки, чтобы не дать возможность помогать России обходить санкции. Это делается по всему миру, до Индии уже дошло. Так что еще не вечер, как говорится. Теперь, значит, дальше, вот подробно, что сказал представитель Казахстана. Между Казахстаном и США существуют специальные консультации, проводимые Министерством торговли и интеграции. Дальше следует, если казахстанская компания хочет заключить какой-то контракт с российской компанией, она предварительно консультируется с американцами на предмет, а не будет ли это нарушением или обхождением санкций, и не приведет ли это к вторичным санкциям против Казахстана. И вот дальше, значит, официальный представитель МИД говорит. Поэтому, значит, мы вот консультируемся с американцами, и они нам дают зеленый свет, когда видят, что нет никаких опасностей, все нормально, и дают нам зеленый свет на такие контракты. Поэтому, говорит представитель МИД, в настоящее время ни одна компания Казахстана не попала под санкции, поэтому мы тщательно работаем над этим вопросом. Опять-таки, подчеркиваю, он отвечает не на вопрос, поднятый, причем со ссылкой на экспертов, на конкретные данные, согласно которым в 2022 году с началом российской агрессии Казахстан нарастил импорт смартфонов из Чехии с нуля до 164 миллионов евро, турбореактивных двигателей из Польши на 219%, ноутбуков из Чехии до 280%. Естественно, американское посольство не могло стоять на таможенных пунктах Казахстана, в аэропортах и проверять там количество. Это потом сделали эксперты задним числом, когда это уже состоялось. Ну и очень важно то, что в 2022 году Казахстан экспортировал в Россию полупроводников, чипов, то, что нужно России для производства новейших ракет, на сумму $3,7 миллиона, что примерно в 3 раза больше, чем объем экспорта этих же чипов из Китая в ту же самую Россию. А вот за год до этого
через Казахстан в Россию прошло всего на 12 тысяч. То есть разница между 2 тысячами и 3,7. Вот на эти факты представитель МИДа сказал, что мы не попали под санкции. Ну, значит, хитрые, умные пока. Но это не значит, что не было нарушений. Но самый главный вопрос, на который я очень хотел бы, чтобы официальный представитель Казахстана ответил, или кто-либо другой представитель правительства, потому что вопрос чрезвычайно важный. А именно, как я уже говорил, 28 февраля этого года состоялась важная встреча генерального секретаря ОДКБ, гражданина Казахстана Тасмагамбетова, с видным представителем ВПК, человеком в правительстве Российской Федерации, одним из ведущих в этой области, Денисом Мантуровым, который Тасмагамбетов, как сообщалось официальными источниками, предложил российскому министру, кавычки открываются, реализовать практические меры для взаимодействия предприятий военно-промышленного комплекса государств-членов ОДКБ для современной разработки и производства вооружения и военной техники, создание сервисных центров по техническому обслуживанию и ремонту в связи с геополитической ситуацией и возрастающей напряженностью. Понятно, что эти переговоры, это предложение господин Тасмагамбетов не мог сделать как частное лицо. А если иметь в виду, что промышленные возможности для осуществления этих работ среди государств ОДКБ существуют только в 3 странах. Россия, которая ВПК трещит по швам, чуть ли не парализован и не справляется, поэтому ей надо внешние источники вооружений, прежде всего боеприпасов, и ремонтные центры. Белоруссия, которая тоже работает на полных парах, то есть остается один Казахстан, который может выполнить вот эти все работы. То есть предполагается, что, наверное, по логике это все должно происходить на территории Казахстана. Вот в связи с этим у меня несколько вопросов представителю МИД Казахстана. Первый. Какое может быть сотрудничество сейчас у Казахстана с военно-промышленным комплексом Российской Федерации, когда с начала агрессии против Украины практически все предприятия ВПК России находятся под санкциями? Не свидетельствует ли предложение господина Тасмагамбетова открыто декларации, что Казахстан готов помочь ВПК России обойти санкции и изготовлять оружие, боеприпасы и ремонтировать технику российскую, которая была повреждена на поле боя в России? Не собирается ли власти Казахстана это делать на своей территории? Второе. Возрастающая напряженность. Как здесь говорится, это все делается предложение в связи с нарастающей напряженностью. Возрастающей. А какая возрастающая напряженность? Ну, понятно, что это агрессия России против Украины. То есть являются ли эти действия, которые предполагают, планы, которые предполагает господин Тасмагамбетов, попыткой помочь Российской Федерации, агрессору в его агрессивной войне против Украины? Теперь следующий вопрос. До сих пор Казахстан не был известен как очень крупный производитель вооружений. И теперь, значит, вот такое предложение, которое предусматривает очень серьезные работы по производству вооружений. Я думаю, что прежде всего здесь имеется в виду боеприпасы, в которых так отчаянно нуждается Российская Федерация. Так вот, не говорит ли это предложение о планах превратить Казахстан в свое время в своего рода хаб, где какие-то третьи страны, ну, скажем, Иран, будут втайне под видом казахстанских предприятий производить боеприпасы в другие летальные виды оружия для Украины? Следующее. Создание сервисных центров по техническому обслуживанию и ремонту в связи с возросшей напряженностью в регионе. То есть это что, российские танки и БМП собираются ремонтировать для того, чтобы опять их отправить на поле боя в Украину? Вот
такие, господа, вопросы, которые вызывает не только встреча господина Тасмагамбетова с Денисом Мантуровым или Мантуровым, но и вчерашний ответ Министерства иностранных дел Казахстана, который никоим образом не развеял те подозрения, которые существуют в отношении власти страны. Повторяю, то, что не поймали на обходе санкций, это не следует, из этого не следует, что таких попыток и таких действий не было. Американское посольство не может находиться на каждом таможенном пункте. И до этого, в течение войны, там были другие заботы. То есть жесткое внимание к попыткам помочь России обойти санкции, они начались буквально, где-то, по моим прикидкам, где-то месяца полтора-два назад. Кстати, вот этот Риппер МК-9, который сегодня рухнул в Черное море, столкнувшись с Су-24, как я вам сказал, он как раз и наблюдал возможные пути поставки в обход санкций оружия Российской Федерации. Поэтому, если какие-то горячие головы в руководстве Казахстана и мыслили это все осуществить в плане реализации идей господина Тасмагамбетова, то я думаю, что для своей собственной страны и для народа лучше бы им отказаться от этих планов и намерений. Потому что в этой ситуации оказаться типа козлом отпущения, то есть Китай не идет на прямую помощь. Иран тоже отрицает прямые поставки дронов, не говоря уже о баллистических ракетах России. И если теперь это будет делаться, используя Казахстан в качестве фронта или козла отпущения, но это совсем будет не камильфо. Это будет это может иметь катастрофические последствия для страны, чего ей совершенно не надо. Особенно никогда не надо связываться с лузером. Это должно быть понятно, как ясный божий день. Сегодня же, вернее не сегодня, вчера прочитал я статью в Вашингтон-Пост, которая меня очень расстроила. Заголовок статьи: «Украине не хватает квалифицированных войск и боеприпасов. Пессимизм растет». Интервью сделано в основном на базе бесед или откровений неназванного представителя администрации, высокопоставленного представителя правительства, как считается. Но, насколько мы привыкли в последнее время, в качестве лиц, которые выступают и контактируют с крупными средствами массовой информации Запада, прежде всего США, такими представителями являются люди из офиса господина Ермака. Я намеренно называю это офисом господина Ермака, потому что де-факто эта контора такой и является. Так вот, начало этой статьи. Качество вооруженных сил Украины, которое когда-то считалось существенным преимуществом перед Россией, то есть оно было лучше, ухудшилось за год в результате потерь, которые вывели с поля боя многих наиболее опытных бойцов, что заставило некоторых украинских чиновников, внимание, усомниться в готовности Киева к долгожданному весеннему наступлению. То есть, если читать эту статью, вырисовывается следующая картина. Корреспондент газеты говорил с кем-то в высших эшелонах власти Украины. Повторяю, я сомневаюсь, что кто-либо посмел бы это сделать, если бы не имел на это соответствующее благословение человека, который этим делом всем в теневом порядке руководит, то есть Ермака. А потом, сделали такой трюк. Но нельзя же все делать на основании только интервью кабинетного чиновника. Взяли интервью у командира батальона
с поля боя. Но, понимаете, батальон – это все-таки единица боевая, которая находится в конкретном месте фронта. И та ситуация на том участке фронта, она может не отражать ситуацию в целом. Как, например, вот взять Бахмут. У меня, кстати, странно, мне вот пишут, а почему вы не говорите о Бахмуте, его не надо защищать. Сейчас говорят, а вот там столько наших гибнет. Ну, как я не говорил о Бахмуте? Я говорил о Бахмуте постоянно. С точки зрения ценности этого населенного пункта, он не имеет стратегического значения, как населенный пункт. И об этом говорили американские аналитики, и я, вам ссылаясь на них, говорил. То есть сдача его, она бы не привела никаким катастрофическим стратегическим последствиям для Украины. Но стратегическая роль Бахмута состояла в том, что пока там небольшое количество воинов, героев ВСУ сковали огромные силы, наиболее активные силы орков, перемалывали их там. А тем временем с других участков фронта были сняты тысячи, десятки тысяч. В общей сложности, по свидетельствам Economist, 60 тысяч, 3 бригады, сведенные в 3 корпуса, были за это время подготовлены. И теперь они обратно перебрасываются с натовской техникой в Украину для начала контрнаступления. То есть Бахмут сыграл в этом плане выдающуюся роль. Это был выдающийся ход. Да, были жертвы, но таким образом была осуществлена подготовка к наступлению. И вот теперь, когда нужно мобилизоваться, значит, следует вот это нытье со стороны высокопоставленных представителей власти Украины. Так вот, командир батальона, находящийся, возможно, под Бахмутом, на другом участке фронта, он жаловался на то, что мы с вами знаем. Нет мин. Кстати, почему нет мин? Вот надо министра обороны спросить, где мины? Килограммами его покупают или как? Или на яйца меняют? Где мины? Сколько говорят? Там оры орут. Я об этом говорил, что оры орут уже несколько месяцев, мин нет. Нету гранат для гранатометов. Ну и кто не знает в Украине, что многим приходится бойцам экипировать себя за свои деньги самостоятельно, как будто и нет Министерства обороны. Все это понятно. И, возможно, на каком-то участке фронта действительно есть трудности. Комбат ссылается на то, что у него очень много новобранцев, которые пришли фактически без тренировки, без подготовки. И качество его батальона упало. Это можно понять, но он говорит, и, кстати, умный комбат говорит, я надеюсь, что в это время происходит подготовка где-то там в тылу квалифицированных, мощных ударных единиц, новых единиц ВСУ. И правильно, так оно и есть, так это и происходит. Кстати, американские генералы, к которым обратились журналисты, Вашингтон-Пост, которые писали эту статью, они говорят, в частности, вот американский чиновник сказал, ситуация на поле боя сейчас может, это касаясь интервью командира батальона, ситуация на поле боя сейчас может не отражать полной картины сил Украины, потому что Киев готовит войска к предстоящему контрнаступлению. Отдельно и намеренно удерживает их от участия в текущих боевых действиях, включая оборону Бахмута. То есть это как раз то, о чем я вам говорил ранее, о чем повторил только что. Вот она роль Бахмута, и вот что происходит. Но высокопоставленный украинский чиновник, он должен же это знать. Если американский чиновник знает, то высокопоставленный украинский, он обязан все это знать. Но он, как цитирует Вашингтон-Пост, на основе анонимности говорит, кавычки открываются, «Я не верю в большое контрнаступление для нас». Кавычки, я хотел бы в это верить, но он не верит. Понимаете? Хотел бы верить, но не верит. И вот вопрос, что это?
Я повторяю, это накануне контрнаступления, когда полным ходом порты на северном побережье Польши, они забиты техникой для ВСУ, она идет нескончаемым потоком. Батареи «Патриот» по всему маршруту и в логистических центрах страна, по которому все это идет, они приведены в состояние полной боеготовности. Летают риперы, все это отслеживают, все работают. За это время подготовлено, повторяю еще раз, 3 минимум корпуса. В составе каждый из них примерно в 20 бригад, а всего считают, это орки считают, что всего с учетом территориальной обороны их 28 бригад. И я читал в той же «Вашингтон-Пост» со ссылкой на орков, да я вижу в телеграммах, я вижу на соловьиных пометах, они не то что в отчаянии, они в унынии, они вот беспомощно сидят и ждут этого наступления предстоящего. И они говорят, что те силы, которые появляются, новое подкрепление, приходят на поле боя, в частности, там в районе Бахмута они отмечали, это воины, которые гораздо лучше подготовлены, и у них гораздо лучшая техника. Это говорит враг. И в это время высокопоставленный представитель украинского правительства вот это говорит. Что это? Вам скажу, что это такое. На профессиональном языке в свое время это называлось, да и сейчас называется, активное мероприятие или ИПСО, которое стало сейчас сокращение популярным в интернет, в русскоязычном и украиноязычном интернет-пространствах. Это ИПСО, и цель которого деморализация населения Украины, деморализация военнослужащих ВСУ, это деморализация командования ВСУ. И, наконец, это мощный посыл американской аудитории, прежде всего политикуму, потому что «Вашингтон-Пост», когда демократы у власти, это является одной из самых осведомленных и влиятельных газет, поскольку отражает мнение и информация оттуда, Белый дом обратно идет нескончаемым потоком. Значит, это мощный месседж некоторых представителей украинских властей, что нефиг выделять Украине деньги, поскольку год прошел, враги Украины в Конгрессе кричат, мы столько денег выделили, куда они пошли, на что они потрачены, уже насчитывают 114 миллиардов долларов, и вы все это знаете. Я вам регулярно об этом рассказывал. И в это время из Киева, из Банковой доносится месседж. Ребята, прекратите, нафига вы выделили эти деньги, потому что в результате вы выделили эти деньги, у вас там цены растут, в банках непорядок, а в результате всего этого падает боеспособность ВСУ, моральное состояние плохое, боевая готовность плохая, и, как сказал жеманно высокопоставленный представитель украинских властей, он не верит в мощное контрнаступление. Хотя хотел бы верить. Так, ах, как бы я хотела в это верить. Прямо девочка эта, 15-летняя дурочка. Вот это прочитав все, я пришел просто в состояние близкое к бешенству. Потому что, сколько же можно играться в этот детский сад в песочнице. Я вспоминаю в свое время, когда еще существовал Советский Союз, и Никита Сергеевич Хрущев, советский лидер, любил то, что называется заложить за воротник, выпить, проще говоря, на дипломатических различных мероприятиях и официальных ужинах, в том числе с высокопоставленными представителями западных стран. И находясь под шофе, он был любителем острова Словца, он нес иногда такое, что сначала вызывало смех, потом слезы, и привело это к тому, что Политбюро, высший орган власти тогда, 15 человек, хурал такой был, которые стратегические решения государства принимали внутри, во внешней политике. Так он принял специальное постановление, запрещающее лидеру государства принимать на грудь больше 3 рюмок водки на конкретном приеме или конкретном ужине, дабы
ну, как Петр I говорил, дабы дабы дурь оного видна не было. И вот я не знаю, есть ли по Конституции Украины орган, который обязал бы контору господина Кочика, Кочика был такой фильм в свое время шпионский, контору господина Ермака держать язык за зубами и не делиться своими идиотскими сомнениями, соображениями по поводу боеспособности государства, тем более с иностранными представителями, от которых зависит финансирование вооруженных сил Украины сейчас, в этот конкретный момент, а потом восстановление. Потому что потом они могут начать, эти же люди могут начать ныть о том, что пессимизм, не давайте нам деньги на восстановление, потому что у нас пессимизм в отношении того, что они могут быть использованы по назначению. Вот такая, господа, ситуация. И это не что-то изолированное. Вы обратите внимание, вот как не происходит какой-то дичайший провал, везде там уши, ноги, рога этого самого господина Кочика. Один из последних примеров. Через год, то есть практически год назад, в ночь с 13 на 14 марта прошлого года, свершилось величайшее событие в ходе оборонительной войны Украины против агрессора. В Черном море был уничтожен флагман Черноморского флота крейсер «Москва». До сих пор широкой аудитории неизвестны детали этого события. Сейчас я вам расскажу. Значит, было сбито ракетами «Нептун» это судно. Там были сообщения о том, что использовался беспилотник «Байрактар», который якобы отвлекал внимание и наводил, может быть, на цель. Ну, какую-то роль он сыграл в отвлечении внимания воздушной противоракетной обороны врага. Но он был не главный. Он был, опять-таки, он отвлекал внимание на себя. Но главное состояло в том, что умельцы, в этой операции принимали исключительно представители вооруженных сил Украины. Там не было ни американцев, ни англичан, ни их техники, никаких их там аппаратов. Все было сделано, оружие Украины было применено украинцами. И мастерство состояло в том, что эти ракеты были запущены из-за острова Змеиный. И таким образом враг не засек момент их запуска. И вот если бы засек, может быть, удалось бы сбить, ну, неизвестно. Но там он их не видел. И благодаря этому они попали в цель. Причем по головотяпству командира корабля боекомплект был складирован внизу, в том отсеке, который меньше других частей корпуса был защищен броней. И вот туда попали эти ракеты, и произошел вот этот колоссальный взрыв, и произошло это событие. Это событие, которое войдет в аналы истории, потому что предыдущие, ну, его можно сравнить с гибелью или уничтожением британским флотом линкора «Бисмарк» во время Второй мировой войны. Но там один крупный флот гонялся и наносил удар по-другому. А здесь же государство, у которого не было фактически флота, уничтожило флагман Черноморского флота Российской Федерации, которая считала Черное море как своим озером. Предыдущая гибель флагмана Черноморского флота была аж в 1955 году, когда, по-моему, это был, линкор «Новороссийск», который Россия получила в качестве контрибуции после Второй мировой войны от Италии. А в Италии он плавал под названием, под именем Юлий Цезарь. Так вот, этот Новороссийск в бухте Севастополя был взорван. Был колоссальный взрыв, и несколько десятков лет причина была неизвестна. Там грешили на
таинственных итальянских водолазов. Потом пришли к выводу, что это было просто старая мина немецкая времен Второй мировой войны. Так вот, с 1955 года ничего подобного не свершалось. То есть это была величайшая победа украинского оружия и украинских умельцев, воинов от Бога, как говорится. И вот, как мне говорят осведомленные люди, вот эти бойцы, которые провели эту операцию, а их было, в общем, количество, как мне говорят, меньше 10. Вот до сих пор им даже спасибо за это не сказали. Представляете? То есть ходят награжденные глубоководные русалки генерала Буданова или эскадрон Путан летучих, награждены в массовом порядке представители 95-го квартала, все они заслуженные орденоносцы. Масса других людей, я уверен, за прошедший год увешали себя орденами и медалями. А цвет нации, ее гордость, они не получили, даже грамоту им не вручили, даже спасибо не сказали, я имею в виду официально. И это на фоне того, что к вот этому памятному моменту Великобритания собирается выпустить мемориальную медаль в честь этого события. Британцы, морская держава с богатой историей, они знали, они знают, они поняли смысл того, что свершилось. И вот Великобритания по этому поводу, я вам покажу сейчас, господа, вот посмотрите, это, так сказать, эскиз той медали, которая будет выпущена британцами к этой памятной дате. Вот британцы, они выпускают эту медаль. В Украине, значит, как-то это все прошло незаметно. То есть власть не нашла нужным. И вот для меня это личное свидетельство о том, что люди, которые там находятся, они не понимают свою роль, они не понимают, что они делают. Вот даже Путин настолько лох, как мы теперь видим, но он даже понял, что военнослужащие, включая спецслужбы, не говоря уже о военных, они должны быть адекватно награждены за каждое достижение, подвиг, который они совершают. Это мотивирует. Не зря появились эти награды в вооруженных силах. Если их не давать, вот как в свое время в КГБ шутили, значит, каждая успешная операция заканчивается награждением непричастных и наказанием невиновных. Ну и в конце концов это было демотивация полностью была и в рядах спецслужб, и в рядах вооруженных сил. И когда страна пошла вниз в унитаз, никто и пальцем не пошевелил, чтобы броситься на защиту. Это не значит, что патриотизму здесь нет места. Но в вооруженных силах это железный закон. Герой должен быть награжден, потому что воины, они за родину, за семью, за свой дом, но они и за награды тоже сражаются, за доблесть, потому что награда – это отражение их доблести. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки руководство Украины найдет возможность этих героев представить народу как образец того, как надо действовать, потому что и в дальнейшем они еще совершат не один подобный подвиг. Это очень важно. Ну и в целом, господа, еще раз я подчеркну, то, что наговорил высокопоставленный представитель администрации Банковой, это или человек, который совершенно некомпетентный, или какой-то слабонервная дурочка какая-то, или ПСО, или агент влияния враждебного, потому что, я вам скажу так, если бы вот эту операцию провернула с публикацией вот этой статьи, провернула ФСБ или российская СВР, человек, который бы эту операцию задумал, получил бы новое звание, получил бы орден. Оно того заслуживает. Но я очень надеюсь, хотя напрасно, видимо, что СБУ
под руководством недавно утвержденного нового директора, начальника, все-таки найдет вот этого крота, фейкометчика в высших эшелонах власти страны и предпримет определенные меры для того, чтобы больше он не делился своими бреднями. И вообще, вот надо, я не знаю, Рада, она в боеспособном состоянии, парламент страны или нет, надо принять какой-то закон, запрещающий пиджакам давать интервью на военные темы. Потому что лучше, они, понимаете, я представляю, они думают, то, что они делают, это пиар какой-то, который имеет соответствующие ходы. Но это, если это так, то это настолько идиотский пиар, что кроме вреда страны, он больше ничего не приносит. Колоссального, я бы сказал, вреда стране. Вот на этом, господа, я все-таки закончу на оптимистичной ноте, потому что, несмотря ни на что, народ и его вооруженные силы, они победят агрессора в этой войне. Поэтому слава Украине, ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, дорогие друзья, мужества, выдержки и уверенности в неизбежности победы. До новых скорых встреч.